Привет, меня зовут Лена. Я готовлю папа-десерты без сахара. Сегодня я покажу вам, как приготовить, очень вкусный шоколадный торт. Мягкие шоколадные коржи, насыщенный шоколадный и сладкий сливочный крем внутри. Для коржей нам понадобится 300 грамм яиц. Это либо 5 яиц отборной категории, либо 6 яиц первой категории. К яйцам добавляем 370 грамм йогурта. Это должен быть густой, не питьевой йогурт без добавок. Можно использовать греческий. Смешиваем жидкие ингредиенты венчиком. В качестве муки у меня сегодня 90 грамм муки зеленой гречки и 50 грамм миндальной муки. За счет высокого содержания миндальной муки корж будет более влажным и рассыпчатым, но при желании можно использовать только зерновые виды муки. Добавляем 40 грамм какао, подсластитель и 9 грамм соды. Тщательно смешиваем все сухие ингредиенты, чтобы не осталось комочков. Добавляем их к жидким ингредиентам. Перемешиваем венчиком. Получается полужидкое тесто. Я буду выпекать в кондитерском кольце диаметром 18 см с дном из фольги. Внутри выкладываю круг пекарской бумаги, слегка смоченный водой для лучшего прилегания. Перекладываем тесто в форму. Это тесто не должно стоять долго. И отправляем выпекаться в разогретую до 170 градусов Цельсия духовку на 50 минут. Готовность проверяем зубочисткой, она должна выйти сухая. Когда корж остынет, снимаем фольгу, круг пекарской бумаги и прорезаем ножом вдоль бортиков, чтобы вынуть корж. Вот такой высокий шоколадный корж получился. Запаковываем его в пищевую пленку и оставляем в холодильнике как минимум на 5 часов, а лучше на ночь. Для крема нам понадобится 1150 грамм рикотты. Рикотту можно просто промешать лопаткой, в этом случае в ней могут остаться комочки. Это, как правило, неощутимо внутри торта, так как комочки мягкие, но может быть визуально заметно на покрытии, особенно если крем шоколадный. Поэтому я предлагаю пробить рикотту блендером до исчезновения комочков. При этом рикотта существенно размягчается, но становится вот такой гладкой и однородной. 700 грамм рикотты я откладываю для шоколадного крема, его мы приготовим чуть позже, а в оставшиеся 450 грамм добавляю 40 грамм сухого молока. Вместо него можно использовать сухое кокосовое молоко и подсластитель. Тщательно перемешиваем все ингредиенты также с помощью блендера. Перекладываем крем в кондитерский мешок и храним в холодильнике до сборки торта. Для шоколадного крема нам понадобится 130 грамм шоколада без сахара. У меня горький, но можно выбрать и молочный. Можно использовать какао тертое, его будет достаточно 100 грамм. Шоколад растапливаем на водяной бане или импульсами в микроволновке до жидкого состояния. К оставшейся рикотте добавляем подсластитель, перемешиваем. И теперь нужно частями вмешать рикотту к шоколаду. К этому моменту рикотта должна быть комнатной температуры. У меня рикотта еще не полностью согрелась после холодильника. Размешать в этом случае намного сложнее, так как шоколад быстро густеет и нужно действовать очень быстро. Сначала размешиваем первую порцию до полной однородности, а уже потом добавляем следующую. Дальше уже проще. Соединяем шоколадный крем с оставшейся рикоттой. Также размешиваем до однородности. Перекладываем 500 грамм крема в кондитерский мешок. Эта часть пойдет на покрытие торта. И 340 грамм в другой мешок. Это пойдет внутрь. Корж настоялся, влага внутри него равномерно распределилась, он стал мягче и податливее. Срезаем с него неровную шапку. Оставшийся корж делю на 3 равных по толщине коржа. Намечаю ножом линию надреза по всей окружности и не спеша прорезаю корж. Таким же способом делаю второй разрез. Получилось 3 мягких ароматных шоколадных коржа. Можно приступать к сборке торта. На подложку ставим тоже кольцо диаметром 18 см. Внутрь выкладываем ацетатную ленту. На середину подложки немного крема, чтобы зафиксировать торт. Выкладываем нижний корж. Пропитка здесь не нужна, если вы использовали миндальную муку, как и я. Если же вы выбрали полностью зерновые виды муки, то можно пропитать, но не больше 20 грамм пропитки на корж.
Выкладываем сливочный крем по бортику. Внутри него круг шоколадного крема, снова белый и серединку из шоколадного крема. Проверьте, чтобы на один корж ушло ровно половина того и другого крема, и если требуется, немного добавьте. Точные граммовки я, как всегда, указываю в описании. Слегка выравниваем крем лопаткой, накрываем вторым коржом, аккуратно прижимаем и повторяем те же действия. В этом торте сливочный крем не самый стабильный, он остается мягким и в холодильнике. Часть влаги он отдаст коржам. Но если вы планируете перевозку и вам нужен очень стабильный торт, то на этапе приготовления крема рекомендую добавить в рикотту комнатной температуры 20 грамм кокосового масла и также перемешать блендером. Масло застынет в холодильнике, и крем будет достаточно стабильным. Выкладываем третий корж, немного прижимаем, чтобы он хорошо соединился с кремом. Накрываем торт пищевой пленкой и отправляем в холодильник на ночь. Когда торт настоялся, снимаем пищевую пленку, кольцо и ацетатную ленту. И наносим шоколадный крем сбоку. И сверху. На верхний слой у меня немного не хватило крема. Это не беда, я распределю его при выравнивании. Какой можно из этого сделать вывод, что я неверно определила размер отверстия в кондитерском мешке. Оно было слишком большое, крем выходил толстым слоем и кончился раньше времени. Так что тренируем глазомер на каждый размер торта и количество крема. Крем я не размазываю, а как бы надвигаю в это отверстие, чтобы за ним не пошли крошки. Выравниваем сбоку и сверху, пока не добьемся ровной цилиндрической формы. Обязательно очищаем подложку, смоченной в воде салфеткой. И наносим подтеки с помощью шоколадной глазури. У меня на канале есть плейлист ПП глазури с разными рецептами. Здесь я использую глазурь на горьком шоколаде. Ее состав для этого торта напишу в описании под видео. Подтеки готовы. Оставшуюся глазурь я наношу на поверхность торта. И выкладываю ягоды, пока глазурь не застыла. Один слой ягод плотно фиксируется на глазури. А ягоды для второго слоя я немного смазываю глазурью, чтобы скрепить их с остальными. Крупные ягоды клубники здесь будут чередоваться с более мелкой голубикой. Вот такая красота получается. Ягоды всегда создают очень яркий и сочный декор для торта. Давайте его разрежем. По-хорошему, при таком обилии ягод их нужно снимать с торта перед нарезанием. Но мне немного жаль убирать такую красоту, поэтому я разрезаю так. Простой, лаконичный разрез, при этом очаровательный в своей простоте. Мягкие шоколадные коржи, насыщенный шоколадный и сладкий сливочный крем. В этом торте все на своем месте. Активный шоколадный вкус очень приятно дополняется нежным сливочным кремом. Все это под слоем мега-шоколадной глазури просто потрясающе вкусно. Спасибо за лайк, готовьте с удовольствием, готовьте красиво и радуйте своих родных и близких полезными десертами. Пока!